Приветствую, друзья! То, что сейчас происходит на Земле, пугает и восхищает одновременно. Природа будто восстала и показывает всю свою мощь, а мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Все это реальные события последнего дня. «6 января Косово столкнулось с масштабным природным бедствием. Экстремальные и продолжительные ливневые дожди привели к катастрофическим наводнениям в нескольких муниципалитетах страны. Наиболее критическая ситуация сложилась в западных и центральных районах. Пострадали общины Печь, Исток, Скендерай и Митровица. Вышедшие из берегов реки и горные потоки затопили сотни жилых домов, сельскохозяйственные угодья и объекты инфраструктуры. Мощные потоки воды парализовали движение на ключевых автотрассах, разрушили несколько мостов и вызвали многочисленные оползни, отрезав десятки населенных пунктов от внешнего мира. В ряде муниципалитетов власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение, так как уровень воды в жилом секторе достиг критических отметок, заставив жителей спасаться на крышах зданий. Группы быстрого реагирования и силы безопасности Косово проводят экстренную эвакуацию населения из наиболее пострадавших зон. Из-за разгула стихии серьезно пострадали электро- и водоснабжение, в результате чего тысячи людей остались без света и питьевой воды. Правительство страны призвало граждан проявлять максимальную осторожность и следовать указаниям спасательных служб, так как из-за переувлажнения почвы риск новых наводнений и обвалов на дорогах сохраняется на высоком уровне. В настоящее время ведется предварительная оценка повреждений, которые, по прогнозам экспертов, станут одними из самых значительных за последние десятилетия. В Пермском крае произошла авиакатастрофа, в которой погиб учредитель и генеральный директор крупной транспортной компании «Таттранском» миллионер Ильяс Гимадутдинов. Частный двухместный вертолет Robinson R-44 Raven потерпел крушение на территории базы отдыха Ашатли Парк в Бардымском районе. Вместе с бизнесменом на борту находился начальник автомобильной колонны той же фирмы Эльмир Коняков. Оба мужчины скончались на месте от полученных травм. По предварительным данным Росавиации и Следственного комитета, полет был несанкционированным. Пилот не подавал соответствующую заявку на использование воздушного пространства. Крушение произошло при попытке взлета или маневрирования на малой высоте, в результате чего машина зацепила трос подъемника и рухнула на землю, получив критические повреждения. На месте трагедии продолжают работать следователи-криминалисты. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Установлением точных причин и обстоятельств аварии займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского межрегионального территориального управления Росавиации. Албанский город Гирокастра серьезно пострадал от мощного наводнения, вызванного непрекращающимися проливными дождями. Стихия привела к выходу из берегов ручья Фико, который превратился в бурный поток, затопивший несколько районов города, в том числе исторический центр и жилой сектор 18 Штатари. Потоки воды, смешанные с камнями и мусором, хлынули на главные улицы, заблокировали движение и нанесли значительный ущерб более чем 70 коммерческим предприятиям и десяткам частных домов. Ситуация в регионе остается критической. Из-за масштабных оползней было парализовано движение на национальной трассе Гирокастра-Топелена и заблокирован путь к деревне Жулат, в результате чего около 80 семей оказались в полной изоляции. В долине Дрина зафиксированы массовые подтопления сельскохозяйственных угодий и спортивных объектов. Уровень воды в реке Вьоса на юге страны поднялся до отметки 7,2 метра. Это привело к размыву берегов в районе моста Мифоре и создало
создало угрозу затопления новых территорий. Министерство обороны Албании направило в пострадавшие районы более 100 военнослужащих и спецтехнику для эвакуации населения и откачки воды из подвалов и первых этажей зданий. Власти призывают граждан к максимальной осторожности, так как метеорологи прогнозируют сохранение дождливой погоды и высокий риск повторных оползней в горной части региона. Город Уджда, расположенный на северо-востоке Марокко, столкнулся с первым за последние 25 лет масштабным снегопадом. Холодный фронт, пришедший со стороны Средиземного моря, принес в регион резкое похолодание и обильные осадки, которые к утру среды превратили полупустынные пейзажи в заснеженные равнины. Толщина снежного покрова в самом городе и его окрестностях составила от 5 до 10 сантиметров. Это стало полной неожиданностью для коммунальных служб и местного населения. Непривычное погодное явление вызвало временный транспортный коллапс. Из-за отсутствия снегоуборочной техники и зимней резины на дорогах национального значения, связывающих Уджду с Берканом и Надором, образовались заторы, а движение в горных районах было полностью перекрыто. Местные власти распорядились временно приостановить занятия в учебных заведениях в целях безопасности. Несмотря на возникшие трудности, событие вызвало настоящий ажиотаж среди горожан. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы сфотографировать редкое зрелище. Метеорологи отмечают, что подобная аномалия связана с необычным смещением арктических воздушных масс далеко на юг, что привело к снижению температуры до отрицательных значений. Последний раз сопоставимый по силе снегопад фиксировался в Уджде в самом начале 2000-х годов. 7 января у побережья филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки были зафиксированы в 11 часов 2 минуты по местному времени. Их эпицентр располагался примерно в 58 километрах к востоку от города Манай в провинции Восточный Давао. Очаг при этом залегал на глубине около 20 километров. Первоначально Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии оценил магнитуду в 6,7, однако позже она была пересмотрена в сторону понижения. Землетрясение ощущалось на значительной части южных Филиппин и в восточных Висаях. Интенсивность толчков в Манае, Хинатуане и Талакагоне достигла 5 баллов. В Давао, Генерал-Сантосе и Бутуане наблюдались колебания интенсивностью 2 балла. Очевидцы в Восточном Давао сообщали о раскачивании автомобилей и панике среди населения. В некоторых школах города Манай ученики в спешке покидали классы. Были зафиксированы случаи обмороков из-за сильного стресса. В качестве меры предосторожности в Манае были приостановлены занятия в учебных заведениях и работа государственных учреждений. Несмотря на значительную мощность землетрясения, угроза цунами не объявлялась. Сообщений о крупных разрушениях или человеческих жертвах не поступало. Однако спасательные службы и Департамент социальной защиты и развития приведены в состояние повышенной готовности для оценки возможного ущерба в отдаленных районах. Сейсмологи предупреждают о вероятности повторных толчков в ближайшие дни. В мексиканском городе Хилотепек в штате Мехико мотоциклист едва не погиб из-за перевозимой пиротехники. Во время движения по неустановленной на данный момент причине произошла внезапная детонация изделий. Серия мощных хлопков и ярких вспышек полностью окутала транспортное средство дымом и огнем, заставив водителя экстренно затормозить и в панике покинуть мотоцикл. В результате происшествия мужчина получил серьезные ожоги, но остался жив. Прибывшие на место парамедики оказали ему первую помощь и госпитализировали в ближайшую больницу. Точные причины инцидента выясняют правоохранительные органы. Власти штата Мехико в очередной раз призвали граждан проявлять крайнюю осторожность при обращении с пиротехническими изделиями. Седьмого января на востоке Индонезии, в провинции Северная Малуку, произошло масштабное наводнение, нанесшее серьезный удар по округу Западная Хальмахер.
Эпицентром стихийного бедствия стал район Ибу, в частности деревня Кампунг-Сина, которая оказалась практически полностью затоплена после многочасовых экстремальных ливней. Из-за аномального объема осадков местные реки вышли из берегов, и потоки воды, смешанные с грязью и мусором, хлынули в жилые кварталы, достигая в некоторых местах высоты более 1 метра. В результате паводка пострадали сотни жилых домов, многие семьи были вынуждены экстренно эвакуироваться в пункты временного размещения или искать убежище у родственников в более высоких районах. Наводнение также парализовало транспортное сообщение. Основные дороги в районе Ибу превратились в бурные реки, что значительно осложнило доступ спасательных служб и доставку гуманитарной помощи. Местное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий направило в зону чрезвычайной ситуации группы быстрого реагирования для эвакуации наиболее уязвимых групп населения. Власти провинции предупреждают, что риск повторных наводнений в Западной Хальмахере остается высоким из-за продолжающегося сезона дождей и нестабильных метеоусловий в регионе Малукских островов. Провинция Западная Нуса-Тенгара в Индонезии серьезно пострадала от масштабного наводнения, вызванного экстремальными тропическими ливнями. Из-за аномально высокого уровня осадков, не прекращавшихся более 5 часов, несколько местных рек вышли из берегов, что привело к резкому подъему воды в жилых кварталах. Стихия затронула сразу несколько районов, пострадали населенные пункты в округах Домпу, Пабду и Вохо. Уровень паводковых вод в низинах достигал отметки от 50 сантиметров до 1 метра. В результате природного бедствия сотни жилых домов оказались подтоплены, потоки воды, смешанные с грязью и бытовым мусором, нанесли значительный ущерб имуществу местных жителей и сельскохозяйственным угодьям. Наводнение также парализовало транспортную инфраструктуру, основные дороги превратились в труднопроходимые участки. Это затруднило доступ спасательных служб к наиболее пострадавшим общинам. Местное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с волонтерами и полицией развернуло операцию по эвакуации населения, в первую очередь пожилых людей и детей, в специально подготовленные пункты временного размещения. Власти округа сообщают о повреждении нескольких мостов и систем ирригации, что может негативно сказаться на будущем урожае в регионе. Несмотря на то, что к вечеру 7 января вода начала постепенно отступать, жителям рекомендовано сохранять бдительность из-за прогнозов метеорологов о продолжении дождей и сохраняющемся риске повторных паводков и оползней в горной местности. В первую неделю января столица Аляски, город Джуна, оказалась погребена под рекордным слоем снега. Это заставило губернатора штата Майка Данливи официально объявить режим чрезвычайной ситуации. За беспрецедентно короткий срок в регионе выпало около 2 метров снега, что парализовало жизнь города и создало критическую нагрузку на инфраструктуру. Обильные снегопады, вызванные мощным арктическим циклоном, привели к массовому обрушению крыш частных жилых домов и коммерческих зданий, которые не выдержали колоссального веса мокрого снега. Транспортное сообщение в Джуна практически полностью прервано. Международный аэропорт был вынужден отменить десятки рейсов из-за невозможности оперативно расчищать взлетно-посадочные полосы. Основные городские автомагистрали остаются заблокированными. Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме, однако интенсивность осадков нивелирует усилия коммунальных служб. Введение режима чрезвычайной ситуации позволило властям штата привлечь дополнительные ресурсы для спасательных операций и работ по очистке города. Особую тревогу вызывает высокая вероятность схода лавин на склонах, окружающих Джуна, из-за чего жителям некоторых районов рекомендовано покинуть свои дома. Энергетические компании сообщают о локальных отключениях электричества, вызванных обрывами линий электропередач под тяжестью снега и падением деревьев. Власти города призывают население воздерживаться от поездок на личном транспорте и проявлять осторожность при самостоятельной расчистке крыш. По данным метеорологов, текущий снегопад в Джуна уже стал самым мощным за последние десятилетия, значительно превысив исторические нормы для начала января. На индонезийской реке Кампар вновь наблюдалось впечатляющее природное явление – волна Бона. Это мощная приливная волна, образующаяся на реке в провинции Риау на острове Суматра.
Бона — это не одна большая волна, а серия из нескольких волн. Они могут образовываться на левом или правом берегу реки, а иногда и вовсе посредине. Образуется волна 7 призраков, как правило, во время полной или новой луны, когда прилив максимально высокий. Приливные воды из широкого залива нагнетаются в узкое устье реки Кампар. Там они концентрируются, формируя волновой фронт или ударную волну, которая затем начинает двигаться вверх по рукаву реки. Чем сильнее прилив, тем мощнее волна. Своей максимальной силы она достигает в период сезона дождей в ноябре-декабре. Скорость, с которой движутся приливные волны Бона, может достигать 40 км в час, а высота отдельных волн — 3 метров, иногда до 4-6 метров. Особой любовью у серфингистов Бона пользуется за свою протяженность. По словам опытных спортсменов, волна тянется на десятки километров и дает возможность как следует насладиться поездкой. Рекордная продолжительность одного проезда составляет 1,5 часа. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.